что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Рада вас приветствовать в группе The House of Tauro. Меня зовут Зарина Хамидова, и сегодня мы проводим с вами очередной наш прямой эфир, который будет посвящен очень интересной теме проблемы фертильности у кобелей. Значит, лектором нашего сегодняшнего прямого эфира будет доктор из Австрии Хасан Сонтас. И я хочу с радостью представить нашего переводчика Светлану Валуева. Светлана, здравствуйте. Hasan, hello. Hi. Hi, everybody. Добрый вечер. Очень приятно опять быть с вами в этой компании. So this was a short introduction of our interview tonight of the topic that you will be speaking about. So I can share I think my screen, right? Уже можно начинать презентацию, Зарин? Да, я думаю, что можно начинать презентацию. Так, презентацию буду показывать я, чтобы у нас доктор не отвлекался. Да, потому что... Окей, Зарин, если он хочет, он может показать сам. Вот, прям, это было бы вообще замечательно. Чтобы... Да-да-да, потому что он у него готов. So, you ready to show the presentation yourself? Yeah, I'm ready for that. Yeah. Very good, very good. But when you're speaking, just give me some time. Keep the slide on, so I'll translate and don't scatter my thoughts. Absolutely. Don't worry about it. Very good. And if you think that I'm very fast, just let me just know, and I'll just just slow down. Yeah. Okay. I wish everybody a great evening today. I think this is the second part of the first talk. Because during the first talk I gave a lot of information regarding the infertility problems in the female dog. Ну что, наш доктор желает всем хорошего вечера, надеется, что наша встреча будет сегодня продуктивна. Сегодня проходит уже вторая часть его семинара. Первая часть у нас была очень интересная, и она была посвящена фертильности у сук. And I hope that our audience that watched our talk last time found it amusing and educative. И он очень надеется, что наши слушатели нашего предыдущего эфира почерпнули полезную и какую-нибудь забавную информацию из семинара. And today we're going to just only going to concentrate on the second half of the fertility problems, the male dog. И сегодня мы уже детально поговорим проблемы фертильности у кобелей. So, as like in the female dog, when the owner of the female dog goes to a veterinarian for a pregnancy diagnosis, and the veterinarian says that the female dog is not pregnant, there is a disappointment of the female dog owner. Ну, смотрите, в случае такой ситуации, что владелец суки идет уже на диагностику, беременна ли его девочка, и обнаруживается, что она не беременна, естественно, такая ситуация ведет к огромному разочарованию владельца суки. And as soon as the examination is done, the female dog owner will call the male dog owner and inform him or her that the female dog is not pregnant, and this will also cause disappointment by the male dog owner. Ну, естественно, после визита к ветеринарному врачу владелец суки сразу же позвонит владельцу кобеля, ну и, конечно же, владелец кобеля также будет разочарован и расстроен. And in most of the cases, after this period, there's a period of accusation as well, trying to figure out whose fault is that the bitch did not get pregnant. Ну и потом, как полагается, начинаются разборки. То есть сразу же ищем виноватого, кто виноват, почему сука не беременна. So therefore, this condition is pretty frustrating for both sides. То есть вот такая ситуация, когда сука остается пустой после вязки, естественно, достаточно является стрессовой для обеих сторон. But apart from these psychological effects of not having the bitch pregnant, there are also some economical outcomes of this result. Ну и помимо, конечно, психологической такой травмы, которую переживают владельцы кобеля и суки, естественно, есть еще и финансовая составляющая вопроса. Because the male dog owner also invested time on this male dog. Потому что владелец кобеля также инвестирует свое время в кобеля.
also paid a lot of maybe veterinary bills for some genetical tests, eye examinations, or orthopedic examinations to be able to have this male to be able to use it as a stud dog. Естественно, не нужно забывать про ветеринарные счета, которые обычно накапливаются в достаточно круглую сумму. То есть в ветеринарные счета у нас что входит? Исследование здоровья кобеля, его ветеринарные осмотры, в общем, различные требования, которые предоставляют клубы владельцам кобеля, которые потом используются в дальнейших вязках. And furthermore, of course, the male dog owner also invested money to advertise the stud dog, like such as attending the dog shows, preparing the posters, showing the dog everywhere. These also have some costs. Ну и, конечно же, да, у нас есть инвестиция финансовая в рекламу кобеля. Это выставки, это его фотосессии, это его рекламные плакаты. То есть вот это вот тоже нужно не забывать. And most of the times the bad advertisement is spread very fast. Но и, к сожалению, дурные новости у нас путешествуют очень быстро. So therefore, it is high likely that the male dog owner will lose the potential breedings and also the potential customers. Ну, естественно, шансы есть, что такие, что от этого кобеля откажутся от вязок с ним в дальнейшем другие владельцы других сук. Также он потеряет клиентов на покупку щенков. And finally, this all results in damaging the name of the kennel, which might have a very good name in former times, but all these outcome might damage the name. Ну, естественно, вот такая ситуация, она также наносит ущерб хорошей репутации питомника. So let's look at what infertility is. It is a little bit different there's a different definition than in the female dog. It is the state of being less than normally fertile. Так, значит, проблема фертильности у кобелей, она, наверное, менее распространена, чем проблема фертильности в суках. Compared to the female dog, fertility problems are less common. Если сравнивать будем мы проблемности фертильности кобелей и сук, то у кобелей, конечно, они менее распространены. And infertility problems are seen either by reduced fertility or the complete loss of fertility. И, значит, проблемы фертильности у нас могут выражаться как в ограниченной фертильности, так и в полной потере фертильности. But from a practical point of view, what can we say about fertility problem is that the condition can be suspected if the male dog fails to produce litters over 75% of the matings, which means that over 4 breedings, if the male dog cannot impregnate 3 bitches, the dog should be examined. Ну и вот как нам, да, для такой вот статистики, чтобы понять, есть ли у кобеля проблемы с фертильностью или нет, вот такое вот у нас правило: 75% сук, с которыми этот кобель вяжется, должны быть оплодотворены. То есть если из 4 вязок в 3 случаях суки остаются пустыми, значит, на кобеля следует обратить пристальное внимание. Or another thing is that if a male dog cannot pregnate 3 bitches in a row, he should be examined. Или же, если от кобеля остаются подряд пустыми 3 суки, опять же, этого кобеля нужно исследовать. So now we're going to talk about a little bit of the male genitals. Сейчас мы немножко поговорим о строении половых органов кобеля. Yeah, because I think that each breeder should have at least some idea about what a prostate is or what a testicle is. То есть, естественно, да, заводчик все-таки и владелец любого кобеля должен понимать, что такое простата, что такое семенник, где это все находится. So the male dog anatomy has got internal and external organs,
and the external organs are the penis and the scrotum and the testicles. Так, значит, у нас есть наружные половые органы, это пенис, семенники, которые у нас находятся в мошонке. And the internal organ is the ductus deferens, or also called the vas deferens, and the prostate gland. Так, и внутренние половые органы, это у нас предстательная железа, и так, что еще, и все остальные семенные причиндалы. And back deferens, our urinary bladder, and back deferens is, I'm trying to see the terminology. Vas deferens goes from the epididymis. It's like and then it goes upwards next to the urinary bladder, goes into the prostate. Yeah, so okay, да, семенные канатики. Вот. Okay, I found the term. Okay, and so let's start with the penis first of all. Penis is the organ of copulation or mating. Так, значит, сначала поговорим про наружные половые органы, начиная с пениса. Пенис у нас предназначен, собственно, для вязки. The dog penis is unique because it has a bone inside, which is called the os penis. Значит, пенис кобеля, он на самом деле уникальное произведение природы, потому что в нем есть косточка. And there are two parts of the penis. One of them is called the pars longa glandis, and the second one is the bulbus glandis. Так, значит, сам половой член у нас состоит из двух частей. Первый, собственно, сам половой член и луковица. And this bulbus glandis is important because it is the organ that causes the copulatory tie or locking between the male dog and the female dog. И луковица, она чем ее функция важна, тем, что когда она заполняется кровью, она, собственно, и ответственна за замок, который происходит во время спаривания собак. And then the other external organ is the scrotum, which contains both testicles and the epididymis. Так, значит, у нас второй наружный половой орган – это мошонка, в которой находятся оба семенника. It's a pendulous organ, and the function of the scrotum is to protect and support the testis. Так, значит, у нас парный орган. Функция мошонки, собственно, это защищать и оберегать и поддерживать семенники. And scrotum is necessary for the proper thermoregulation or the temperature regulation of the testicles, which is very, very, very important. И также мошонка у нас ответственна за терморегуляцию, то есть поддержание правильной температуры в семенниках, что крайне важно для фертильности кобелей. When it comes to the testis, which is inside the scrotum, it is a paired organ and it is the primary reproductive organs in the male. Так, и, естественно, семенники – это основной орган, который отвечает за фертильность кобеля. And the function of the testis is to produce hormones, spermatozoa, and some important proteins. Так, значит, функция семенника у нас заключается в производстве гормонов, сперматозоидов и, что также очень важно, белков. And then after the testis, there is the epididymis. Which is a kind of a tube organ. Так, дальше у нас, значит, над семенником находится придаток семенника. Это такая вот, как трубочная такая вот штука. It has mainly three functions. One is the storage of the sperm, which means that after the sperm cells are produced in the testicles, they are stored in the epididymis. Так, значит, что у нас там происходит? В первую очередь, придаток семенника, в нем хранится, собственно, сперматозоиды. And furthermore, for the maturation, the final maturation of the sperm cells that enable them to swim occurs also in the epididymis. Также в придатке семенника происходит, собственно, уже взросление сперматозоидов, которые, собственно, в результате вот этого взросления сперматозоиды у нас приобретают способность плавать. And the third function is the transport of the sperm cells through vas deferens into the outside of the penis.
И следующая еще функция придатка семенника – это, собственно, транспорт, отправка сперматозоидов по семенному канатику напрямую уже в простату и дальше в половой орган, половой член кабеля. And the only internal reproductive organ is the prostate, which is an accessory sex organ. Так, значит, еще есть у нас дополнительный орган внутренний половой, это простата. It is normally located in the pelvis, but when the animal gets older, it comes into the abdomen. Обычно простата находится в области полового, извините, в области таза, тазовой кости, но у более старших собак простата опускается чуть ниже. And it is a two-lobed organ. Значит, орган такой округлой формы. And it is generally symmetrical. И обычно он симметричен. And the function of the prostate is that it produces some fluid, and it contributes to the third fraction of the ejaculate, as well as the first fraction. Так, значит, в простате у нас образуется жидкость, которая составляет из себя первую фракцию эякулята и третью фракцию. So, as I've said, the area that is responsible for the copulation tie is the bulbus glandis. Так, значит, вот как уже говорили, мы сейчас видим на фотографии луковицу, которая отвечает за замок. No, I just wanted to show how the penis, when it is erected, is shown in this picture. Так, значит, вот тут вот мы видим, собственно, уже полностью возбужденный пенис кабеля. Sometimes the breeders are very much concerned because they notice a discharge on the edge of the penis of their male dog. Очень часто владельцы кабелей начинают нервничать, когда замечают небольшие выделения на препуции, ну, на пенисе своего молодого кабеля. And this discharge is called smegma. На самом деле ничего страшного, это называется смегма. And it is composed of skin cells, oils, and some moisture. И состоит она из просто таких вот отшелушившихся частичек кожи и всякого мусора и немножко жидкости. It has two functions. One is it keeps the glans penis moist, so it prevents drying. Значит, зачем вот эта жидкость нужна? На самом деле она выполняет также функцию определенную. Она поддерживает пенис в увлажненном состоянии, не дает ему пересыхать. As well as it functions as a lubricant during the mating or breeding. Ну и также это становится такой своеобразной связкой во время смазкой во время вязки кабеля и суки. Generally, it has a color of yellow, whitish yellow, white. Sometimes very slight green can be. Цвет вот этих выделений может быть от белого, желтоватый и иногда даже светло-зеленый, ну такой зеленоватый. So now I'm going to talk about a little bit how the mating occurs in the female and the male dog. Хорошо, сейчас мы немножко поговорим, собственно, о механике вязки кабеля и суки и будем двигаться дальше. So when the male and the female are introduced to each other, I don't know whether you can see the video now, they show a play behavior generally, okay? And during this period, it is normal that the female mounts the male dog. Так, значит, когда кабель с сукой знакомятся, а вот вы видите сейчас на видео, даже возникает такое вот игривое поведение, когда сука пытается сделать садку на кабеля. And then afterwards, the male dog will mount the female, and he will try to locate the vulva with the penis. Так, ну и значит, когда кабель, собственно, уже делает садку на суку, он пытается найти вульву своим пенисом. And during this activity, he may ejaculate some clear fluids inside, outside onto the environment. Также вот в этот момент возможно небольшое семяизвержение наружу, вне суки. And this fluid that is ejaculated during this phase is generally a clear fluid. It comes from the prostate, and it doesn't contain sperm cells.
И на самом деле вот та жидкость, которая выделяется из пениса кобеля во время, в начале вязки, она выходит из простаты, обычно в ней также не содержатся сперматозоиды. And the male dog will continue mounting the bitch and then going down, thrusting, dismounting until the penis really goes into the vagina. Ну и кобель, значит, пытается у нас повторить, да, тот же самый процесс раз за разом до тех пор, пока наконец-то пенис не оказывается во влагалище. And as soon as he's inside the vagina, as you can see in the video, he starts a fast thrusting movement. Ну и когда, собственно, пенис кобеля оказывается внутри влагалища суки, он начинает делать уже более активные всадки. Which causes the second fraction, which is the sperm-rich fraction, to enter, to be ejaculated inside the vagina. И, собственно, вот в этот момент и происходит эякуляция сперматозоидов, жидкости со сперматозоидами напрямую во влагалище суки. So let's go this one. So once the male dog stops thrusting movement, he will turn through about 180 degrees and dismount the bitch. Ну и когда эякуляция у кобеля, собственно, заканчивается, кобель разворачивается на практически 180 градусов, и, вернее, слезают суки и разворачивается на 180 градусов. Even though he wants to leave the bitch, or even the bitch is disturbed by the male, they cannot separate from each other because of the fact that the bulbous glandus of the penis is very swollen that it cannot go out. Ну и несмотря на то, что и кобель уже вроде как может попытаться уйти, или он раздражает суку, сука пытается уйти, разъединиться во время замка, кобель с сукой не могут, потому что очень увеличенная луковица. As well as there are the contractions of the vulva, which also prevents them separating. И также в этот момент происходит такое сокращение вульвы, которое также не дает кобелю выйти. So the male dog and the female dog will stay like this, which is called the copulatory tie, or sometimes it is also called they're locked together. And this generally, on average, takes about 20 minutes, 20 to 30 minutes, but it can be between 5 to 60 minutes. Ну и вот, собственно, замок – это тот момент, когда кобель с сукой остаются вместе уже после вязки. Он может продолжаться от 5 минут до часа, но в среднем он продолжается 20-30 минут. And during a natural mating, the male dog ejaculates or deposits all the sperms or all the ejaculate into the very far into the cranial. It is called the cranial vagina, which is close to the cervix. Ну и, собственно, во время вязки кобель эякулирует сперму очень глубоко во влагалище суки, практически уже в шейку матки. So there is another type of tie which is called the outside tie, or it is also sometimes called the slip tie. Так, значит, вязки у нас также бывают с наружным замком. So if the male dog withdraws the penis before the enlargement of the bulbous glandus within the vagina, and it engorges outside of the vulva and ejaculates. То есть это может произойти во время вязки, когда после эякуляции увеличивается луковица у кобеля снаружи вульвы. Then it is called they had an outside tie or it was a slip tie. То есть можем тогда сказать, да, что вязка произошла без замка. This may occur because of the fact that either the male or the female may move prior to the formation of this knot on the male's penis. То есть, возможно, это может быть вызвано тем, что кобель слишком много шевелился и не остался на месте до полностью вот этого вот, да, увеличения луковицы. Or if the bitch is not fully ready for mating yet and move as soon as the stud penetrates her. Или же сука не готова к вязке и начинает дергаться, как только она чувствует, что кобель пытается ее повязать. So in this case, the difference between a natural mating with a copulatory tie is that in this case, the semen is deposited in the middle of the vagina and not cranial vagina.
Значит, и разница, конечно, да, когда у нас вязка происходит без замка, это то, что в такой вязке сперма оказывается где-то в середине влагалища, а не в глубокой, не в его глубине. Even though the pregnancy rate is lower, the bitch still can be pregnant. И несмотря на то, что вероятность того, что сука забеременеет, ниже, чем со связкой с замком, значит, но тем не менее вероятность беременности отбрасывать не стоит. And therefore, do not take your bitch to another stud for mating. Поэтому не стоит вести свою суку, если вот она не была такая вязка, к другому кобелю. What you can do is if you tried it and the slip tie occurred, you can try in the evening again the breeding. То есть, если у вас произошла вязка без замка, вы можете попытаться повязать собак вечером, скажем, того же дня. Or the next day. Или же на следующий день. And if it happens again, then you can call the nearest vet that you work with or a repro specialist to have the male and the female checked and have the female, if allowed, artificially inseminated. Ну и если второй раз у вас вязка происходит без замка, что вы можете сделать, это поехать к вашему ветеринарному врачу. И если правилами клуба разрешено искусственное оплодотворение, то сделать, собственно, искусственное оплодотворение. So during the last talk, I also gave some information about the dog ejaculate, but I want to repeat this again. Так, по поводу эякулята уже доктор нам рассказал, но он сейчас подробно все еще раз перескажет. So the dog ejaculate is composed of 3 fractions. First fraction, second fraction, and third fraction. Так, эякулят кобеля у нас состоит из 3 фракций. So the first fraction is a pre-sperm fraction or pre-sperm fluid, which is a clear fluid. Так, первая фракция – это просто жидкость из простаты, которая не содержит сперматозоидов. It originates from the prostate and contains generally no sperm cells. Да, you translated my thought exactly. Thank you very much. I generalized it, but I think we got the point. Fine. And then its function is to flush any urine or any debris from the urethra. И, собственно, целью вот этой вот первой фракции это является очищение уретры, как будто, да, такое предварительное ее омывание. So basically, it cleans the way that the sperm is going to go from any kind of contamination. То есть, собственно, первая фракция у нас предназначается для очищения пути спермы от различных загрязнений. And the second fraction, which is the most important fraction because it is the sperm-rich fraction. Вторая фракция у нас очень важна, потому что, собственно, в ней содержатся сперматозоиды. It is generally opaque and it has a milky white color and it is not completely liquid. It has a consistency. Значит, собственно, вот эта вторая фракция, она у нас обычно такая матовая, мутноватая, непрозрачная жидкость, и которая, ну, у нее нет консистенции воды, у нее немножечко такая вот, есть своя структура. And the sperm-rich fraction originates from the epididymis. И, собственно, вот эта вот вторая фракция, она у нас приходит из придатка семенника. And the third fraction is the prostatic fraction. Третья фракция еще опять приходит из простаты. And it is completely a clear fluid. Также прозрачная жидкость. And it can have a volume between 5 to 20, 30 milliliters. И у нее также очень большой объем. То есть вы видите, да, по количеству, то есть может быть от 5 до 20 миллилитров. So now I'm going to give you a table for those who are interested in it. As you can see, the volume of the ejaculate as well as the sperm count is correlated with the size of the dog.
Так, значит, если вот сейчас будет вот табличка у нас перед нами, это, собственно, процент содержания сперматозоидов в сперме имеет прямое отношение к весу собаки. So this means that the bigger the dog, the more sperm cells that we have. То есть что значит, чем больше у нас собака, тем больше сперматозоидов содержится у нее в сперме. I mean, since the beginning of this presentation, I'm talking about the sperm cells, spermatozoa. But let's have a short look at the spermatozoa now. Так, а сейчас мы посмотрим, собственно, давайте на сперматозоиды. So the canine sperm, like all the mammal sperm cells, it has 3 parts. Так, сперматозоид, как у собаки, так как и у всех остальных млекопитающих, состоит из 3 частей. And these are the head, neck, and the tail. И, значит, это у нас что? Это у нас головка сперматозоида, ее шейка и хвост. So in an ejaculate that we collected from a dog, it should have at least 80% morphologically normal sperm cells. И в сперме, которую берут от кобеля, по идее, должно содержаться более 80% здоровых сперматозоидов. Because poor morphology, which means in this case less than 80% morphology, is often associated with poor motility, poor swimming. То есть неправильное строение сперматозоидов, как правило, приводит к тому, что сперматозоиды имеют ограниченную способность к плаванию. And of course, a decreased ability to reach to the egg. И таким образом его способность попасть к яйцеклетке очень уменьшается. And these abnormalities, the abnormalities of the sperm cells, the spermatozoa, can be classified as primary abnormalities and secondary abnormalities, or major abnormalities, minor abnormalities, or the abnormalities that can be compensated and the abnormalities that cannot be compensated. Так, значит так, аномалии внешнего строения сперматозоидов у нас разделяются на 2 части. Это первичные аномалии и вторичные аномалии. Первичные у нас могут быть компенсированы каким-то образом, а вторичные уже не исправляются. So, and then the sperm cells also have a characteristic swimming style. As you can see in the video, they go progressively. So therefore, one of the most important parameter in an ejaculate is the progressive motility. Так, значит, самая важная характеристика сперматозоидов – это их возможность передвигаться. И в первую очередь сперматозоид у нас передвигается по прямой. And this progressive motility should be at least 70%. И, собственно, вот эта вот подвижность должна составлять порядка 70%. So when we look at the fertility problems, like in the female, we can divide it into infectious causes and non-infectious causes. И как в случае с суками, так и когда мы говорим о проблемах фертильности кобелей, мы можем разделить эти проблемы на 2 части. Это могут быть инфекционные причины или же неинфекционные причины. The infectious causes are either can be bacteria, virus, or fungal disease. Значит, инфекционная у нас причина бесплодия кобелей может быть бактериальная, вирусная или же грибковой природы. And the non-infectious causes can be either lack of libido, but the ejaculate can be normal. И неинфекционные причины бесплодия кобелей может быть или отсутствие полового инстинкта, но при этом эякулят у него нормальный. As well as inability to perform the mating or ejaculation, which means that he cannot perform mating. Также второй причиной может быть неспособность кобеля, собственно, совершить вязку. And another one is the ability to perform the mating. He can mate, but he cannot produce pregnancy. Или же, значит, кобель в состоянии повязать суку, но в результате вязки беременность не наступает. And the last one is, of course, as I've said before, the abnormalities of the semen or the sperm cells.
И, конечно же, последняя причина неинфекционных причин бесплодия кабеля – это у нас аномалии внешнего строения сперматозоидов. Some of these fertility problems can be congenital, which means that they are present at birth due to genetic and or chromosomal abnormalities, like in the picture on the left, it's a bilateral cryptorchid dog. Значит так, вот эти вот причины, да, неспособности кабеля совершить вязку у нас могут быть как наследственными. And other causes can happen during any time of the dog's life. Или же эта причина могла быть приобретенной в течение жизни кабеля. Which can be seen on this picture. There's an inflammation of the penis. И на фотографии справа вы видите воспаленную головку полового члена. Some of these problems might be related to the reproductive organs, like testicles, prostate, so on. Также бесплодие может быть связано с проблемами органов, половых органов, извините. Others might be only related to the sperm cells or semen. Другие проблемы могут быть связаны только, например, с качеством спермы. Or others might be related to non-reproductive system, such as the hind legs or the lumbar area, backside. И еще одна причина бесплодия кабелей может быть, собственно, не связана с половой системой, она связана с системой, скажем, строения задних ног или же проблема позвоночника. Some of these causes may cause unable to achieve normal mating, that the male dog may not mate. Значит, некоторые из этих причин могут привести к тому, что кабель не в состоянии повязать суку. In others, the male dog might mate, but may not achieve a normal fertilization. А в других случаях кабель в состоянии повязать суку, но при этом она не беременеет. So when we look at the first of the anatomic abnormalities and the congenital causes, these are the abnormalities of the male reproductive organs that may prevent a natural mating. Значит так, если мы сейчас посмотрим на анатомические аномалии и неврожденные причины бесплодия, это у нас могут быть, собственно, неправильное строение мужской половой системы кабеля, которое может повлиять на нормальную вязку или же на производство качественной спермы. Or it may also include the abnormalities of sexual development that may impair a normal mating and a normal sperm production, as well as the development of normal development of the sexual organs. Или же мы можем говорить о таком явлении, как аномалии сексуального развития кабеля, которое также может повлиять на его вязки и производство спермы. So, as I've said during the last presentation, the male dog has 7 to 8 plus XY chromosomes. Значит, как уже во время предыдущей лекции доктор уже нам говорил, у кабеля 78 хромосом и XY. So any other chromosome type, like 79 XXX, XX sex reversal, which are the 78 XX males, these will cause absolutely sterility. So this means that the dog will never and ever produce sperm cells.
Поэтому любое отклонение от правильной генетической формулы кабеля, естественно, приведет к его полной бесплодности, например, 79 хромосом, или же отсутствие у него и хромосомы. Other problems which are listed here, the immotile cilia syndrome, Carter-Genner syndrome, true hermaphrodite, and female pseudohermaphrodite, these will also cause sterility in the male dog. Так, значит, если еще вот тут несколько причин, которые могут вызвать стерильность у кабеля, это неподвижные сперматозоиды, синдром Картенеггера, или же кабель настоящий гермафродит, или же кабель является псевдогермафродитом. So in these kind of cases, unfortunately, there's nothing that we can do. They are generally, as I've said, completely sterile. It is the dead end. То есть в случае, если у кабеля находится какое-то из предыдущих вот вышеперечисленных проблем, то, к сожалению, с этим уже дальше сделать ничего невозможно. Мы дошли, значит, в тупик. Another congenital problem that results in infertility is the bilateral cryptorchidism. Так, еще одна причина бесплодия в кабеле — это может быть крипторхизм. As you know, cryptorchidism means that either one or two testicles are not within the scrotum. То есть, что это значит, крипторхизм? Крипторхизм — это такое состояние, когда у кабеля один или оба семенника расположены не в мошонке. Either one or both testicles are either located in the inguinal area or in the abdomen. То есть один или оба семенника у нас находятся, значит, в районе уже половых органов, или же они находятся еще выше, практически в животе у собаки. It is a hereditary condition, which means that it is genetically transferred to the next generations. Значит, крипторхия — это наследственное заболевание, что значит, это передается от родителей. The male dogs with only one testicle in the scrotum, which is the unilateral cryptorchidism, they are fertile. Так, если у кабеля один семенник находится в мошонке, то есть он односторонний крипторх, тем не менее он также способен производить щенков. But the male dogs with both testicles, cryptorchid, they are infertile. Но двусторонние крипторхи уже у нас полностью стерильны. Okay. I mean, that's one of the discussions, I think, since centuries going on, whether the penis size is important or not. Ну и вот, конечно, да, дискуссия, которая продолжается с начала человечества, важен ли размер. But when it comes to the dog reproduction, it is important. И, к сожалению, когда дело идет, вернее, речь идет о разведении собак, размер полового члена очень важен. Because if the penis size is too small from congenitally, from birth on, скажем, если у кабеля очень маленький пенис, врожденно от рождения, it is possible that the male dog may not find the right spot in the vulva to enter. Ну, то есть, возможно, с таким пенисом кабель просто будет не в состоянии нащупать вульву. Or may not retain the penis inside the vagina during copulation. Или же просто этот пенис не задерживается во влагалище во время вязки. And this will result in less volume of sperm deposited into the vagina. И таким образом это приводит к тому, что во влагалище попадает меньший объем спермы. Of course, not only too small, but also too big penis size is also a problem for mating, especially for the female. Ну и, естественно, слишком большой пенис также является проблемой во время вязки, особенно для суки. As you can see in the picture, this too big penis, this penis belonged to an 8-kilogram dog, and it was hanging on the floor, and it was really touching the floor. И вот на фотографии справа, если посмотрите, на самом деле пенис вот этот, который видите на фотографии, это он принадлежит собаке весом всего 8 килограммов и достигает пола.
And therefore, most of the female dogs has been to us for insemination with this male dog instead of mating. И вот с этим кобелем, конечно же, уже сук привозят на искусственное оплодотворение. Well, other penis problems can be frenulum or phimosis or paraphimosis. These are also congenital problems. Так, еще одни у нас генетические проблемы врожденные. Это френулум фимоз. And the paraphimosis. И парофимоз. And these are in general, in these problems, the penis cannot either go outside of the prepuce or it cannot penetrate the vagina. Так, и вот в этих случаях у нас пенис просто не в состоянии выйти за пределы препуция, и он не может попасть во влагалище. Like the vagina of the bitch, the penis urethra, which is the part of the urethra within the penis through which the sperm has to go out. Так, ну и естественно, как и в случае с влагалищем суки, то уретра, то есть это канал, по которому сперма выходит наружу, он также не стерилен. It has a normal bacterial flora and it is not completely sterile. То есть там также проживает определенное бактериальное семейство. So many bacteria has been isolated from this environment. То есть, ну, конечно же, из вот этого вот, собственно, в этой уретре не живут все бактерии. However, these bacteria, the normal bacteria, may become a little bit, I would say, dangerous, or they may infect the organs like the prostate or the scrotum or the testicles when there are local injuries. Но вот эти вот бактерии, на самом деле, что они могут сделать? Они могут вызвать инфекцию в простате или они могут вызвать инфекцию в семеннике. Например, если есть какая-то наружная травма. Or if an infection occurs, they can go from another place to the reproductive organs. Или же инфекция, собственно, возникает, когда эти бактерии попадают в другие части репродукционной системы кобеля. Mycoplasmas and ureaplasmas have often been isolated from the genitals of the infertile dogs. Так, значит, также в гениталиях стерильных кобелей может быть найдена микоплазма или уреоплазма. And there was one report that the Coxiella burnetii has been isolated from a dog with inflammation of the testicles. И также врачи обнаружили бактерию под названием Coxiella burnetii у кобеля с воспаленными семенниками. So this means that when we have a sample for bacterial culture, we always send it for aerobic bacteria as well as for mycoplasma and ureaplasma. То есть, например, когда делается анализ, бактериальный посев спермы кобеля, образца, то, конечно же, делается всегда анализ на анаэробные бактерии, на микоплазму и уреоплазму. So when we look at the infectious causes, as I've said, the causes are the bacteria, virus, or the fungal diseases. То есть, инфекционные причины бесплодия кобелей могут у нас быть вызваны бактериальным или вирусным или грибковым поражением. And the infection of the reproductive organs, such as the infection of the prostate, penis, preputium, scrotum, testicles, and epididymis, may result in fertility problems. И, да, то есть воспаление простаты, пениса, препуция, воспаление мошонки или же воспаление семенников или придатков семенников могут вызвать у нас проблемы с фертильностью кобеля. The first and the only bacterial infection that is absolutely a cause for infectious cause of infertility is the Brucella canis. Значит, абсолютно та бактерия, которая ответственна за проблемы фертильности кобелей, это бруцеллез. Our audience should pay attention to the fact that Brucella canis is a zoonotic disease, which means that the disease can be transmitted into the humans.
Также нужно помнить, что бруцеллезом могут заразиться и люди. And may cause serious problems. И что бруцеллез также может вызвать серьезные проблемы и у людей. The bacteria is transmitted through ingestion, eating of the infected material, or during mating, which is the venereal, or congenital roots. Так, значит, бруцеллезом можно заразиться как питаясь какими-то уже пораженными продуктами, или же он может иметь передаваться половым путем, или же, опять же, можно им заразиться в родовых путях. During my last talk, I told you that this bacteria causes abortion and so on in the female, but in the male, it causes inflammation of the testicles or chitis, inflammation of the epididymis, scrotal irritation, the poor semen quality, and as a result, it causes infertility. И уже во время последней нашей лекции доктор сказал, что бруцеллез вызывает выкидыши у сук, у кобелей же бруцеллез может вызывать воспаление семенников или же придатков семенников, раздражение мошонки, что ведет к производству низкого качества спермы или же полностью к стерильности. The diagnosis requires generally blood testing, but the most important thing that the dog should not be on antibiotics for 4 weeks before testing. То есть диагноз можно поставить собаке по крови, вернее, взяв анализ крови, но, что очень важно, перед этим анализом собака не должна получать антибиотиков в течение 4 недель. So about the viral diseases, there's no evidence that the viral diseases may act directly on male infertility. Значит, вирусные какие-то заболевания, пока не подтверждено, что они влияют на фертильность кобелей. But they may act indirectly on infertility. Но они влияют на их фертильность, вернее, вирусы влияют на фертильность кобелей непрямым путем. Because if the diseases that I will talk about now, if they're present in the seminal plasma, which is the semen, it can be transmitted to the female dog and may infect the bitch after mating, resulting in female infertility. То есть вот сейчас болезни, вирусы, про которые сейчас доктор будет говорить позже, если они находятся в сперме кобеля, то значит, этими болезнями может заразиться сука после вязки, во время вязки. Or the lesions that occur during these viral diseases may cause inability to mate or not wishing to mate. Или же, например, вот эти вот вирусы могут вызвать раздражение или язвочки на половых органах, что ведет к нежеланию кобеля вязаться. So the first viral disease, and actually the only one, is the canine herpes virus 1, CHV1. Значит так, единственное, да, у нас вирусное заболевание венерическое у собак, это собачий вирус герпеса. So as we said last time, the CHV1 belongs to a big family of the Herpesviridae. Значит, вирус собак, это CHV1, он принадлежит к большой семье вирусов герпеса, which causes various diseases in animals and humans. Которые вызывают разнообразные болезни у животных и у собак. The transmission is generally either by oral nasal route, which is through the nose or through the licking of the bitch, for example. И передается собачий герпес через нос или рот, например, кобель обнюхивает суку или лижет ее. Or it can also be transmitted through mating. И также вирус собачьего герпеса может передаваться половым путем. In the male dog, it generally causes localized genital infection or genital lesions, resulting in pain, and this also causes the unwillingness to mate. Собачий вирус, он вызывает у кобелей такие образование язвочек
на половых органах, что также доставляет кобелю дискомфорт, и он может отказаться вязаться. So can we prevent this? As I've said during my last talk, there's a vaccination protocol for the females, but for the male dog, there's no prevention. И, к сожалению, вот доктор в прошлый раз говорил, что для сук есть вакцинация. К сожалению, кобелей уберечь от заражения вирусом собачьего герпеса невозможно. So the first non-infectious cause of infertility in the male dog is the lack of libido, but normal ejaculate. Так, значит, что у нас может следующее быть уже неинфекционной причиной стерильности бесплодия у кобелей? Значит, во-первых, может быть отсутствие либидо при нормальном эякуляте. In this case, the problem might be either the male dog shows no libido at all, or may show less than normal libido. То есть тут эта причина может, вернее, эта проблема может выражаться в двух таких вот вариантах. То есть или у кобеля абсолютно нет никакого желания, или же у него вот этот половой инстинкт выражен менее нормально. So it can be related to the age of the dog. The dog might be too young, or the dog might be too old. То есть, конечно, привязка вот тут вот у нас возникает сразу к возрасту собак, кобеля. Кобель может быть или слишком молодой, или уже слишком старый. Generally, the young dogs or too young dogs might have a lack of developed sex drive. They don't have this power. И слишком молодые кобели, у них еще недостаточно выражен половой инстинкт, то есть они еще недостаточно сильны, уверены в себе. Or they may have insufficient live sperm cells. Или же, например, у них может быть недостаточное количество сперматозоидов в сперме. Or they're generally lack of experience. Или же просто они неопытные. And also the age dogs might have insufficient live sperm, lowered libido, and generally diseases of the reproductive organs. Ну, а у старых кобелей у нас может быть, конечно же, уже и недостаточное количество сперматозоидов в сперме, также сниженный половой инстинкт, или же у него есть какие-то заболевания половой системы. Another important issue is the olfactory function, which is the function of the nose and the sensors to recognize the pheromones. Также очень важно это то, что у кобеля должно быть нормальное обоняние. Он должен быть в состоянии унюхать, собственно, течную суку. Any problems of the olfactory function may inhibit libido by altering the dog's perception of pheromones. And these are the pheromones are the signs that are generally released outside of the body. These are some smells, I would say, from the female, yeah? То есть, что у нас тут может происходить? Если у собаки снижено обоняние, собака плохо чувствует носом запахи, то тогда, естественно, она будет не в состоянии, вернее, кобель будет не в состоянии унюхать феромоны, унюхать тот запах течной суки, который выделяется ей. So, my point of view, a big problem or a common problem in fertility problems of the male dog is the behavior or psychological problems. Ну и по наблюдениям доктора, также очень важными факторами в бесплодии кобелей может быть поведенческая или же психологические проблемы. And some of these behavior problems are unfortunately caused by the breeder or the owner of the dog. И, к сожалению, вот эти вот причины, они вызваны в основном заводчиками или владельцами кобелей. One of the first thing is, of course, if the male dog owner does not know how the mating functions, then he might handle the dog wrong, especially if the dog is handled wrong during the first or the previous breedings. This will absolutely affect the future breedings. Ну и, значит, во-первых, да, мы сразу должны поговорить, это обращение с собаками во время первой и последующих вязок. Если заводчик или владелец кобеля не в курсе, как это все происходит, то, возможно, он может собаку каким-то образом напугать. Or in other situations, the male dog owner may have
two different sex dogs, like he may have the female dogs and the male dogs in the house. Или же, например, у заводчика или у владельца дома живут и кобели, и суки. And then he will train the dog, the male dog, not to mount bitches in heat when they're out of a special room. И тогда владельцы или заводчики, они отучают кобелей делать садки на сук, когда те находятся вне пределов специальных каких-то помещений. So in this case, the male dog, when the female dog is out of a special room, the male dog will not mount the bitch. То есть, если сука не находится в определенной комнате, то возникают иногда такие ситуации, когда кобель на нее садки даже не делает. Because in this case, the male dog will be scared of the owner. То есть тут у нас, да, кобель боится владельца. Or the other reason, again, if the owner has female and the male dog and harshly disciplines the male dog for inappropriate mounting and always saying no, 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 or always pulling the dog will be scared to mount the female dogs. То есть, и если, конечно же, владельцы запрещают своим кобелям очень жестко обращать внимание на сук, пытаться делать какие-то ритуальные движения, делать на них ритуальные садки, наказывать собаку, запрещать, ругать ее, то, конечно же, кобель будет владельца бояться и в его присутствии может отказаться вязать суку. The presence of the owner may also influence the mating behavior. Присутствие владельца также может повлиять на поведение кобеля. Some male dog owners might feel comfortable when the male dog is around during mating. Others might be irritated when the owner is around and may not show libido. И некоторые кобели, они совершенно спокойно могут относиться к присутствию хозяина на вязке, а вот некоторые могут абсолютно и попытаться не производить никаких действий. Other behavioral problems are related to mating problems. Ну и также еще проблемы с вязками у нас могут быть, собственно, привязаны напрямую к самим вязкам. If the male dog has experienced a painful mating during the first mating or previous matings, скажем, кобель испытывает боль во время первой вязки или же последующих каких-то вязок. Or being bitten in the first breeding. Или же сука кусает молодого кобеля во время первой вязки. Or bred by a dominant female. Или же, значит, вяжутся кобели с доминантной сукой. Or if they're bred by females that have not reached their receptive period, the female dogs will be angry when they try to penetrate. Или, например, если делается попытка повязать кобеля с сукой, которая еще не достигла охоты, тогда сука будет разозлиться и будет кобеля от себя прогонять. And these behavioral problems may become always if this happens during the first breeding. И очень часто вот эти вот проблемы, они закрепляются именно в результате, если вот это все происходит во время первой вязки. Therefore, I have some recommendations right now. Значит, несколько рекомендаций владельцам молодых кобелей. So the first mating, my recommendation is the first mating should be with an experienced and a calm female if possible. Если возможно, первая вязка должна быть с опытной и спокойной сукой.
I mean, I hear from many breeders here that the male dog is inexperienced, the female dog is absolutely inexperienced, but it happens within 5 seconds. In others, experience is very important. Да, конечно, могут быть случаи, когда абсолютно неопытные кобели, неопытные суки вяжутся за 3 секунды, но бывают такие случаи, когда все-таки опыт очень важен. The second most important thing is, of course, the female dog should be presented when she is in standing heat and when she's receptive. Потом, значит, собственно, знакомство с сукой должно происходить, когда у суки течка, и сука находится в состоянии охоты. То есть она принимает кобеля. During the first mating, especially this is very important for the first mating, do not force mating. Очень важно, особенно при первой вязке, не вяжите кобеля насильно. If you feel that the mating is not going to occur, then please call the nearest veterinary practice or a repro specialist for a last-minute optimal breeding timing, and if possible, insemination or choosing another male dog. То есть, значит, лучше, конечно, или обратиться к ветеринару за помощью с искусственным оплодотворением, или тогда уже отправить владельца суки к другому кобелю. It has been shown by some studies that the pups which have been separated from their mother and siblings before 4 weeks of age may experience problems in their future reproductive behavior. Также были наблюдения проведены, значит, что щенков, которых отделяли от матери до того, как им исполнялось 4 недели, у них возникали какие-то проблемы в будущем половом поведении. If possible, never and ever leave the female dog and male dog alone somewhere without supervision. Также очень важно никогда не оставлять кобеля с сукой без наблюдения. But this doesn't mean that stay immediately close to each other, but you can monitor them. То есть не обязательно, да, у них на голове все время находиться, но следить, наблюдать за их поведением очень важно. And always, I think this is known by all breeders. Always bring the female to the male's territory, or if it doesn't work, then bring both of them to a neutral territory. Ну и, конечно же, уже заводчики в курсе, что для вязки нужно привозить суку к кобелю или же выводить их, если это невозможно, на нейтральную территорию. And never underestimate, I would say, love, because some male dogs may show extreme libido to one female dog, but may not show this libido to another female dog. Ну и, конечно, не стоит забывать о таком чувстве, как любовь. Да, у кобеля могут быть всякие все-таки чувства сильные к одной суке, и он может меньше реагировать на других сук. Another reason that may cause lack of libido might be too often mating or too seldom mating. Также отсутствие либидо может быть вызвано или слишком частыми, или же слишком редкими вязками. If you just made a dog, this is also true for the sperm quality as well. If you made a dog once a day for 5 days, the sperm quality will go significantly down. То есть, если вы вяжете кобеля каждый день в течение 5 дней, то качество его спермы значительно упадет. And if you just made your male dog, let's say like in this slide, if you made it on the 1st of January in 2013, and the next mating is in March 2014, this is a very long time period. Или же, если вы вяжете, вот как в картинке внизу, кобеля, скажем, в январе 2013 года, а потом в марте 2014, то есть, да, перерыв больше года все-таки достаточно значителен. And this long period will result in the decrease of the semen quality. И вот такой большой промежуток между вязками, он тоже может привести к снижению качества спермы. The first ejaculate that you will get in March 2014 will involve a lot of dead sperm cells,
or old sperm cells that has been stored in the epididymis. То есть получается, да, при вот вязке после большого промежутка времени, при первой вязке в суку попадает или большое количество уже старых сперматозоидов, которые очень долго хранились в придатке семенника. And another factor that might affect the libido of a male dog is the season. А также на половое поведение кобеля может повлиять время года. Different seasons may have influence on libido as well as the semen quality. И, кстати, время года может повлиять как на половое поведение кобеля, так и на качество его спермы. My personal experience is that, especially in summer, the percentage of the normal morphological spermatozoa as well as the sperm count number goes down. И вот личное наблюдение доктора – это то, что летом, в летнее время года, во-первых, и половое поведение кобеля, а также правильно морфологически сложенные, правильно сложенные сперматозоиды или также само вот количество сперматозоидов в сперме снижается. One simple recommendation, I don't know how the weather or the climate in Russia is in summer, but during summertime, if you want to mate your old male dog, if he is old, I would recommend mating the male dog a little bit at a late hour when the temperature is a little bit cool. Ну, доктор не знает, в каких климатических условиях проживают наши слушатели сегодня, но его рекомендация, особенно в случае с кобелями, вязать их в жаркое время года или вечером, или, ну, в общем, когда температура уже понижается. Another reason of fertility problems is, of course, improper handling of the semen. Также проблемой фертильности кобелей может быть вызвана неправильным обращением со спермой. This is, of course, especially true for artificial insemination. Тут мы уже, конечно же, говорим об искусственном оплодотворении. If inappropriate syringes have been used, or unsterile equipments have been used, or lubricants that are spermaticide, which kills the sperm cells, have been used, then this will cause fertility problems, of course. То есть, скажем, да, для переноски спермы использовались неправильные шприцы, или же инструмент был не стерилен, или же в сперме смешивается еще какая-то смазка, которая убивает сперматозоиды. Естественно, тут сразу у нас возникает проблема с оплодотворением. Or if the semen is mixed with water or urine or any kind of fluid, then it will cause problems as well. Или же, например, сперма смешивается с водой или мочой. Конечно же, тут опять же получится проблема. Therefore, what we always do quality check. And I know in some areas, I know that the breeders do the inseminations by themselves. But if they do not do the quality check before insemination, then this might also cause fertility issues. То есть в первую очередь очень важно проверять качество спермы перед оплодотворением. Доктор знает, что некоторые заводчики эту процедуру проводят сами, не проверяя качество спермы. Ну и, конечно же, он говорит, что вот тут вот могут возникнуть уже еще какие-то проблемы. So therefore, it is a standard procedure that before inseminating a bitch with fresh semen, chilled semen, or frozen semen, we do always a quality check before insemination and inform both breeders about the quality of the semen. То есть и вот у докторов в клинике правило, что перед искусственным оплодотворением или же свежей спермой, или охлажденной, или замороженной, всегда проводятся исследования качества спермы, и оба владельцы, и кобеля, и суки, получают полностью информацию об этом исследовании. Another reason of infertility is, of course, the improper insemination technique. Ну, конечно же, еще одна проблема с фертильностью может быть это неправильная методика оплодотворения.
There are generally two types of insemination techniques in the dog. Значит, да, при оплодотворении, искусственном осеменении суки используются два типа, вернее, две методики. The first one is the vaginal insemination. Первый способ – это когда сперма вводится во влагалище. In this case, the semen is deposited into the vagina. То есть в этом случае, да, сперма у нас, да, во влагалище. And the second one is the intrauterine insemination. И второй способ – это внутриматочный. And in this case, the semen is deposited inside the uterus. И в этом случае сперма напрямую вводят в матку. And intrauterine insemination can be performed either through the cervix. И внутриматочное оплодотворение может происходить как через шейку матки снаружи. Which is called transcervical insemination or TCI. Это у нас называется TCI, значит, влагалищное осеменение. Or the second one is the surgical insemination, which means that like a spaying of the dog, you place the dog in full anesthesia, open the abdomen, remove the uterus, and give the semen inside the uterus. Значит, или же у нас происходит оплодотворение в матку уже напрямую операционным путем, то есть сука идет, она получает полный наркоз, у нее открывается брюшная полость, достается матка, и в нее уже вводится сперма. Another cause, of course, related to the semen is the improper insemination dose. Ну и, конечно же, да, еще одна причина возможности, вернее, возникновения проблемы фертильности – это использование неправильной дозы. So if you have a dose that is less than required for insemination, which is approximately 150 to 200 million sperm cells, depending on the type of the semen, then you will not get pregnancy. То есть, если для оплодотворения суки используется сперма низкого качества, а о нормальном качестве мы говорим, это от 150 до 200 миллионов сперматозоидов, то тогда, конечно, возможность беременности резко, опять же, сокращается. So, as soon as we know the number of the sperm cells in the ejaculate, as soon as we know the motility value of this ejaculate, then we decide which insemination technique we should use to have a higher pregnancy. То есть, значит, когда уже, собственно, проводится анализ качества спермы, когда мы понимаем, какой объем, какое количество сперматозоидов здоровых, насколько они подвижны и насколько они правильно сложены, то тогда уже мы можем понять и придумать правильный способ для использования именно этой спермы. So, of course, another cause is always related to the female dog. Конечно же, есть проблемы, которые связаны напрямую с сукой. Maybe the female dog was presented on a wrong time. Например, сука вяжется в неправильное время. Or the dog was maybe inseminated at the wrong time. Или же сука была оплодотворена в неправильное время. Another non-infectious cause is the use of medications, supplements, or oils. Также еще значит, может вызвать бесплодие у кобелей или же плохую фертильность. Это использование лекарств, добавок и масел. The use of certain drugs, such as corticosteroids, estrogenic compounds, androgenic compounds, anti-androgenic drugs, anti-fungic drugs, antineoplastic drugs, or some of the antidepressant drugs may result in decrease in sperm production as well as significant decrease in semen quality. Смотрите, значит, тут у нас список медикаментов, которые могут вызвать как пониженное производство спермы, так и низкое качество спермы. Это уже, конечно, у нас стероиды, лекарства, которые содержат эстрогены или андрогены, или же какие-то антиандрогенные лекарства,
противогрибковые лекарства, антинеопластика и также некоторые типы антидепрессантов. So if a dog is on one of these drugs and we determine that something is wrong with the semen quality, we always ask the owner to come 3 months after the withdrawal of those medications. То есть, если, скажем, собака получает какие-то из вышеперечисленных лекарств, и при этом во время исследования качества спермы доктор видит, что сперма недостаточно высокого качества, им просят всегда показать владельца кобеля, его собаку, через 3 месяца после того, как у него будет закончено лечение. And this is very important. I'm not so sure for your breed, but sometimes the stud dog owners, especially for the breeds that are used for their power and protection and so on, for guarding, they might give testosterone to their dogs. Ну и, конечно, да, к шпицам, возможно, это отношение не имеет, но бывают такие породы, которые владельцы собак, которых могут давать собакам дополнительный тестостерон. Or they may give anabolic or androgenic drugs to increase their, increase their performance. Или же собаке даются какие-то добавки, скажем, анаболики для улучшения ее, вернее, силы. And testosterone or these compounds should never be given to increase the libido or to increase the performance of a dog. И что нужно очень знать, что вот эти добавки, тестостерон или анаболики, ни в коем случае нельзя использовать для повышения полового инстинкта у кобелей. Because when you give a testosterone to the male dog, it will the body will think that, oh, I have enough testosterone, I should not produce more, which is a negative feedback on the brain, on the pituitary gland, and the dog will stop producing testosterone, which will eventually result in significant decrease of the sperm production. То есть, если собака получает дополнительный тестостерон, то мозг получает такую информацию, что тестостерона уже достаточно, он перестает вырабатывать тестостерон, организм собаки перестает вырабатывать тестостерон, и что приводит к дальнейшему значительному снижению качества сперматозоидов и спермы. Also, the diet might influence the quality of the sperm cells. I would also only highlight the use of some oils or some compounds that may contain phytoestrogens inside, which may cause imbalance between estrogens and testosterone, which will lead to decreasing the sperm quality. Ну и также мы, вот как и в прошлый раз, уже говорим о том, чем питается собака, какую пищу она получает, и содержит ли эта пища повышенное количество фитоэстрогенов, которые могут также войти в конфликт с тестостероном и повлиять на формирование сперматозоидов и спермы. As I've said, for the female dog, it is also true for the male dog. I'm not against bones and raw foods or the barfing. И, как уже в прошлый раз доктор также говорил, он ничего не имеет против кормления собак сырой пищей. But it has been shown that if the butcher cannot remove the thyroid gland from the neck meat, the barf, the food that you are serving to your dog may contain thyroid glands inside. Значит, и вот тут вот единственное, нужно на что обратить внимание, если мясник или продавец мяса не убирает из вот этого мяса щитовидную железу, то есть получается, да, что кобели и суки тогда получают в еде, собственно, продукты, производимые щитовидной железой. And in this case, the dog will always receive externally thyroid glands, and his thyroid hormones will be high. То
То есть получается, да, что собака получает во время кормления щитовидку и ей производимые продукты, то есть что также повлияет на работу ее щитовидной железы. And at the end, this will result in fertility problems in the male dog. Это может вызвать стерильность как в суках. Due to the decrease of the number of sperms in the ejaculate. И в кабелях, поскольку уменьшится количество сперматозоидов в эякуляте. But the best thing about this is if you find that the dog has been on barf with a thyroid contaminated food, as soon as you stop the food, check the thyroid on regular basis, the semen will may get better. Но вот тут вот что хорошо, что если вы, например, обратили внимание, что у вашего кобеля появились проблемы с качеством спермы, когда он получал именно еду с остатками щитовидной железы или, собственно, щитовидную железу во время кормления, то, убрав это мясо из рациона вашего кобеля, скорее всего, качество его спермы со временем улучшится. Other causes different than the reproductive issues can be inability to perform breeding but normal ejaculate. Значит, еще проблемы фертильности могут быть связаны с невозможностью кобеля произвести правильную вязку, но при этом он производит нормальную сперму. And these are the disorders or diseases that may prevent a male dog to mount a female dog and to trust the female dog. То есть тут, да, мы говорим уже о болезнях, которые не позволяют кобелю делать правильные садки и, собственно, производить вязку. And these can be due to systemic diseases, orthopedic diseases, or neurologic diseases. То есть тут мы уже можем говорить как о каких-то системных заболеваниях или ортопедических, или неврологических. Particular attention should be paid to the neck, to the back side of the dog, to the back, as well as the rear legs, and as well as the knee. Так, значит, очень важно обращать внимание на то, в каком состоянии находится шея вашей собаки, ее спина, не болит ли спина. Также посмотреть, что происходит с коленками и задними конечностями в принципе. So, any kind of lumbosacral disease, intervertebral disc disease, severe spondylosis, arthritis, muscle wasting, especially happens during the aged dogs, or degenerative joint diseases, cruciate ligament ruptures, neurologic injury, they will prevent the male dog to mount the female dog and to mate. То есть, смотрите, если у собаки, у кобеля, например, радикулиты, или же грыжи позвоночные, или же у него, значит, артрит, или, например, начинается атрофия мышц, что очень свойственно старым кобелям, или же у кобеля проблемы с суставами тазобедренными или коленными, или же какая-то есть неустановленная травма или надрыв какой-то, или же у собаки неврологическое заболевание, то есть вот в этих случаях вязаться кобель, скорее всего, не сможет. Other reasons for inability to perform breeding but normal ejaculate is the first one is, of course, if there's a huge size discrepancy between the male and the female. Также невозможность вязки может быть связана с различием в размере между кобелем и сукой. And the second reason is especially true for dogs with long hair. И также следующая причина более свойственна собакам длинношерстным. Around the prepuce there are, of course, hair. То есть на препуции, да, у нас шерсть у кобеля растет. And if these hasn't been shortened for mating, they may tangle around the penis, and it may cause laceration, pain, and unwillingness to breed. Скажем, и если вот эта вот длинная шерсть на препуции не была подстрижена перед вязкой, шерсть может намотаться на пенис и вызвать какую-то травму или боль, или же даже порезать его. As well as the matted hair over the end of the prepuce or over the vulvar lips will prevent intromission or prevent the mating. Также колтуны
на препуции, на животе у кобеля или же вокруг половых органов суки также могут стать препятствием для вязки. Another reason might be ejaculation problems. Еще одной причиной бесплодия кобелей это могут быть проблемы с эякуляцией. These ejaculations might be related to a problem of the body. Эти проблемы могут быть связаны как с проблемами тела, Such as the pelvic injury due to trauma, например, травма таза, intervertebral disc disease, или же грыжа позвоночника, cauda equina syndrome, Cauda equina синдром, такого я не знаю. I will take it down and we'll try to look it up. Sure. Diabetic polyneuropathy. The most important thing is that I want the audience to understand that ejaculated problems might be related to other causes. То есть, но что на самом деле, вот я потом посмотрю, как это переводится, вот эти вот две последние заболевания, и напишу, но доктор хотел бы обратить внимание слушателей, что проблемы с эякуляцией на самом деле могут быть связаны с еще другими причинами. So this means that if your dog has been diagnosed with an intervertebral disc disease, this means that your dog may not mount a female dog. То есть, скажем, если у вашей собаки был поставлен диагноз грыж диска позвоночников, то у него, возможно, он не сможет делать садку на суку во время вязки. Ejaculation problems might also be related to the environment as well as psychology. Также проблемы с эякуляцией могут быть связаны как с окружающей средой, так и с поведением. The first thing is, of course, if the dog is still too young or prepubertal. То есть, например, кобель слишком молодой и еще не половозрелый. Or if the floor where the dog is trying to mate, if it is slippery. Или же, скажем, вязка происходит на скользкой поверхности. Or behavioral causes may also result in ejaculation problems. Также поведенческие проблемы могут выразиться в неспособии кобеля эякулировать. Such as inexperience or trying to breed with a dominant female. Скажем, и, например, или у кобеля нет достаточно опыта, или же его пытаются повязать с очень доминантной сукой. Or as well as fear or discomfort during mating or at semen collection. Или же собака боится или находится в стрессе или дискомфорте во время вязки, или же во время сбора спермы. And these may result in ejaculation problems. То есть это могут также вызвать проблемы эякуляции. Some dogs are very easy to collect. They do not even need a bitch in heat. As soon as the male dog enters the room and has the hand on the penis, he gives everything he has. И вот, например, да, есть кобели, которые абсолютно спокойно позволяют собрать у себя сперму, то есть ему не нужно даже рядом с собой иметь течную суку. Whereas other dogs will require a female dog in heat. А вот с другими кобелями все-таки придется найти для помощи течную суку. Therefore, we always recommend collecting the male dog in the presence of an oestrus bitch. Because it may facilitate the procedure, and as well as the semen quality will be slightly better when a bitch in heat is present. И на самом деле доктор рекомендует все-таки собирать сперму у кобелей, когда рядом находится течная сука, потому что, во-первых, это ускорит процедуру, но и потом качество спермы все-таки будет выше.
Another ejaculation problem is the wait, let's see. Yeah, another ejaculation problem is the retrograde ejaculation, it is called. Так, значит, у нас может еще быть такая проблема, как ретроградная эякуляция. So in this case, what happens is the semen that is produced and stored, that is produced in the testicles and stored in the epididymis, does not go through the vas deferens into the penile urethra, but it goes back into the urinary bladder. То есть что происходит в таком случае? Это то, что сперматозоиды, которые у нас хранятся в придатке семенника, они по семенному канатику направляются не в пенис, а в мочевой пузырь. Because normally during the ejaculation process, the muscles of the neck of the urinary bladder, they close that, the ejaculate does not go inside. То есть во время вязки мышцы полового мочевого пузыря, они сжимаются и не позволяют сперме проникнуть в себя. So if there's any problem in this area, the ejaculate goes into the urinary bladder. This is a very rare condition, but it may happen. То есть это редкая на самом деле проблема, но тем не менее она может произойти. То есть, например, во время вязки вот эта вот мышцы недостаточно плотно сжаты, тогда сперма вся направляется напрямую в мочевой пузырь. So in this case, if a dog is suffering from retrograde ejaculation, we will have very low number of sperm cells in the ejaculate, or we will have no sperm cells in the ejaculate. То есть и вот если у собаки вот такая вот есть проблема, то, конечно же, или будет у нее очень маленькое количество, вернее, у него будет очень маленькое количество сперматозоидов в сперме, или же их не будет вообще. So the certain diseases of the reproductive organs may also result in fertility problems. Так, болезни мочеполовой системы также могут повлиять на фертильность кабеля. Such as the inflammation of the penis, or inflammation of the prepuce, or a combination of inflammation of the penis and the prepuce. Так, значит, у нас может быть воспаление, скажем, пениса или воспаление препуция, или же комбинация этих двух. These lesions will generally cause pain during mating, and therefore the male dog will have lack of libido and will have unwillingness to mate. То есть вот эти вот язвы, они приведут к тому, что у кобеля он будет испытывать боль при вязке, и, естественно, у него весь инстинкт размножения уйдет в никуда, и кобель будет отказываться вязаться. Another reason might be the scrotal dermatitis. Также могут быть еще причиной дерматит мошонки. As I've said, scrotum is very important for the temperature regulation of the testicles. Мошонка очень важна для сохранения правильной температуры в семенниках. Any physical injury, environmental trauma, chemical trauma, or external parasites, even the ticks on the scrotum, or allergic reactions, infectious agents, immune-mediated disorders will disturb this temperature regulation of the testicles. То есть любая, скажем, травма или же химический ожог, или же паразит, например, клещ, который присосался к мошонке, или же аллергическая реакция, или же инфекции, или болезни иммунные, то есть вот это все приведет к тому, что температура внутри мошонки может быть нестабильной. And as soon as the thermoregulation of the testicle is disturbed, this will result in a significant loss of sperm production. То есть как только у нас нарушается терморегуляция внутри мошонки, это сразу же приводит к потере большого количества здоровых сперматозоидов. So another reason might be the inflammation of the testicles or the epididymis. Так, значит, дальше у нас может быть воспаление семенников или же придатка семенников. And these may result from the bacterial infections, autoimmune disorders, viral infections, trauma, or fungal infections. Так, значит, тут у нас могут быть грибковые, бактериальные, аутоиммунные какие-то заболевания, вирусные инфекции. And mostly seen in young dogs.
Значит, травмы также, или же повреждение мошонки, или же семенного канатика. И вот эти вот проблемы возникают часто у молодых собак. Another reason of infertility in the male dog is the sperm granuloma. Так, значит, гранулома также может повлиять на фертильность кобеля. These are generally, these cause the blockage, either partially or completely obstruction of one or both epididymis or the vas deferens. Так, значит, получается, что грануломы у нас могут полностью перекрыть или же семенной канатик, или полностью заблокировать выход из придатка семенника. And the result is, of course, not the entire sperm-rich fraction comes outside. Maybe some of the sperm cells may be ejaculated, or non-sperm cells may be ejaculated. И вот такая, да, физический барьер для выхода спермы приводит к тому, что или только часть спермы попадает наружу, или же вообще ничего. So it causes the blockage of the ejaculation. То есть вот, собственно, да, происходит блокировка эякуляции. So the testicular tumors, they are the second most common tumor after the skin tumors in dogs. Так, значит, если опухоли семенников, это, возможно, вторая самая распространенная вид опухоли у собак. And they're generally seen in dogs between 9 and 11 years of age. Опухоли семенников обычно возникают у кобелей 9-11 лет. There are several types of tumors, but the same testicle may have more than one different type of tumor inside. Значит, есть несколько типов опухолей, но при этом все эти опухоли могут присутствовать в одном и том же семеннике. And testicular tumors cause infertility because of production of, I would say, not damaging hormones, but which shouldn't be produced. And it also makes pressure on the sperm-producing tissues, which results in the low sperm count. И вот эти вот опухоли, они, конечно, могут влиять очень сильно на производство гормонов или даже просто оказывать механическое давление на ту часть семенника, где производятся сперматозоиды, и, естественно, влиять на вот этот процесс. And another reason is the testicular degeneration. It may happen as early as 2 to 3 years of age. Еще одна причина бесплодия кобелей может быть атрофия семенников, и это может произойти даже в таком раннем возрасте, как 2-3 года. The primary cause is aging and hormonal imbalance. Конечно же, старение и гормональный дисбаланс – это основные причины для атрофии. But as you can see in this slide, that I don't want to read the whole of it, but there are many reasons that may cause degeneration of the testicles. Но атрофия семенников также может быть вызвана травмой, воспалениями, токсинами, например, или воспалением семенников или эпидермисом, дерматитом. Также высокая температура окружающей среды, температура у собаки, плохое ее общее здоровье или же какие-то лекарства могут повлиять на это, или химиотерапия. And in general, in these cases, the testicles are, when the testicles have significant degeneration, they are really soft. И вот, собственно, когда наступает атрофия семенников, они становятся очень мягкими. One of the most common cause of infertility in the male dog is the benign prostatic hyperplasia, or called BPH. Значит, еще одна причина бесплодия у кобелей – это увеличение простаты. It is the most commonly diagnosed prostatic disease in intact male dogs. Это, значит, доброкачественное увеличение простаты – это самое часто распространенное диагнозируемое заболевание в нестерилизованных кобелях. It occurs spontaneously. Возникает эта проблема спонтанно. It is age-related.
Она привязана напрямую к возрасту собаки. That requires functioning testes, which means that the benign prostatic hyperplasia does not occur in castrated male dogs. То есть, значит, смотрите, вот это вот доброкачественное увеличение простаты не возникает у кастрированных кобелей. The mean age of the dogs with BPH with clinical signs is between 7 and 8 years of age. И вот это вот доброкачественное увеличение простаты, оно возникает, как правило, у собак от 6 до 8 лет. But about 50% of the dogs at the age of 5 and 80% of the dogs at the age of 6 years of age may have BPH, but they may not show the clinical signs. Но смотрите, также половина кобелей в возрасте 5 лет или же 80% кобелей в возрасте 6 лет могут, уже у них может развиться вот это доброкачественное увеличение простаты, но просто об этом никто не знает. So the BPH causes the poor viability of the sperm. Значит, вот это вот увеличение простаты, оно приводит к тому, что жизнеспособность сперматозоидов уменьшается. As well as it causes high numbers of abnormal sperm. В организме кобеля начинает производиться большее количество ненормальных или деформированных сперматозоидов. As well as it modifies the sperm movement pattern. И также это может повлиять на качество подвижности сперматозоидов. And all of these are the reason why a bitch that is mated with a male dog with BPH does not become pregnant. И вот эти вот причины, собственно, и становятся причинами основными. Если сука вяжется с кобелем с данным заболеванием, она может не забеременеть. So the prostatic cysts, there are two types of prostatic cysts. Either they can be intraprostatic cysts or extraprostatic cysts. Так, кисты простаты могут быть как внутренними, так и внешними. The intraprostatic cysts are most commonly associated with BPH. Как правило, они сопровождают доброкачественное увеличение простаты. The paraprostatic cysts are generally are also prostatic origin, but they are formed around the prostatic gland. Значит, внешние кисты простаты, они находятся снаружи. And the average age is around 8 years of age. И вот эти вот кисты начинают образовываться у кобелей в возрасте старше 8 лет. And these cystic structures may become infected and may develop abscesses. То есть вот эти вот кисты на простате могут воспалиться и стать такими, да, нарывами. And therefore these should be absolutely treated. То есть вот это уже нужно, в этот момент нужно лечить. So the last disease is the prostatitis, which is the inflammation of the prostate gland. Еще одна причина, влияющая на фертильность кобелей, это может быть простатит, то есть воспаление простаты. It is more commonly seen in the intact male dogs. И также эта проблема, конечно же, наиболее часто замечается в некастрированных кобелей. The other prostate diseases such as BPH or prostatic cyst or prostatic neoplasia may predispose a dog to develop prostatitis. И также вот, да, вышеперечисленные заболевания, то есть доброкачественное увеличение простаты, кисты на простате или внутри нее могут также привести к простатиту. And there are two, and it can affect any dog at any age. И простатит может возникнуть у собак любого возраста, у кобелей любого возраста. And there are two types of it, either acute prostatitis or a chronic prostatitis, which is more common. И простатит у нас может возникать в двух формах. Один у нас острый простатит, а другой, наиболее распространенный, это хронический простатит. So the abnormalities of the thyroid gland has been always said to be a cause of infertility in the male dog. Ну и, конечно же, какие-то аномалии щитовидной железы. Это был такой камень преткновения всегда ветеринаров, но также привязан к фертильности кобелей. The functional problems of the thyroid gland may result in low semen quality.
То есть какие-то неправильные функции, вернее, неправильная работа щитовидной железы может также привести к низкому качеству спермы. But the cause of this, or why does it happen, we don't know. Но на самом деле причина окончательно еще не установлена, почему это все происходит. Now I will only talk about the terminology of the abnormalities or the abnormalities that we see in the ejaculate. Так, сейчас у нас пойдет терминология, которой мы видим, собственно, аномалии самого эякулята. So the first one can be aspermia. Так, аспермия – это… Which means that the dog gives no ejaculate. Что значит, что собака вообще эякулята не производит. The second one is the azoospermia. Второй – азооспермия. The dog gives ejaculate. То есть собака эякулят производит. But there are no sperm cells inside. Но в эякуляте нет сперматозоидов. It can also be a pyospermia. Пиоспермия. Which is the pus or inflammation cells and bacteria or whatsoever are inside this ejaculate. То есть в эякуляте вы видите, да, гной и какие-то еще дополнительные там какие-то примешивается что-то к эякуляту. Or it can be hemospermia, which means that there's blood in the ejaculate. Или же в эякуляте может присутствовать кровь. Or it can be urospermia, which means there's urine inside the ejaculate. Или в эякуляте может присутствовать моча. Another one is the astenozoospermia, which means that there's a high percentage of spermatozoa which do not show a normal progressive motility. Так, а вот еще проблема такая может быть, что количество сперматозоидов достаточно, но их подвижность ограничена. So as you can see in this video, not all of them are moving. То есть вот как по видео, если вы видите, что тут на видео не все сперматозоиды двигаются. Another one is the teratozoospermia. И еще это у нас есть, да, Sorry, yeah. Now, another one is the teratozoospermia, which means that the high percentage of the spermatozoa with morphological abnormalities exist. Так, значит, тератозооспермия – это когда в эякуляте присутствует большое количество неправильно сформированных сперматозоидов. And the last one is the necrospermia. Или же некроспермия. And in this case, the sperm cells are dead. То есть тут все сперматозоиды мертвые. So the goal is to find the cause of fertility problem, to solve the fertility problem, and to help the male dog to impregnate the female dogs. То есть нашей целью это в первую очередь определить причину проблемы фертильности, потом решить эту проблему и также сделать так, чтобы у кобеля появилась возможность, чтобы от него беременели суки. So in order to do this, here are the diagnostic procedures that I want to talk. Sorry. We take always a history of the animal. We perform physical examination, inspection and palpation of the external genitals. You can read the rest of it. Да. Так, значит, вот это вот протокол, диагностический протокол, которому следует наш доктор. Значит, во-первых, мы изучаем историю болезни собаки, производится ее ее клинический осмотр, потом проводится исследование и пальпация внешних половых органов, потом исследуется простата. Далее проводится ультразвук семенников и также простаты, потом берется кровь на анализ, исследуется качество спермы, потом собирается моча, далее проводится бактериологический анализ спермы, измеряется уровень гормонов и проводится биопсия семенников. Wow, that was impressive. Yes. I have to admit that. With myself. Yeah. So the first thing is the history that we get the information from the owner.
Так, значит, история болезни, что у нас входит? Это общая информация от владельца. So this is composed of two parts. First is the general information, and the second part is the reproductive information. То есть сначала, да, мы смотрим на общую информацию. The general information include all these. If you want, you can continue translating. Yes. Значит, общая информация – это возраст, порода, в каких условиях живет собака, где она живет, как она питается, когда она получает лекарства от глистов, когда ей делаются прививки, были ли у нее какие-то предыдущие заболевания или проблемы, любые какие-то проблемы с иммунитетом, аллергия и те лекарства, которые собака получала или получает сейчас. Perfect. Then the reproductive history, which is the most important one for us. Yes, go on. In this case, we always ask the number of litter mates. Does he have other male litter mates or female litter mates, and their pregnancies, their breeding history as well? Значит так, в первую очередь мы должны, дальше нужно изучить репродуктивную историю кобеля. Значит, количество щенков в помете, где он родился. We ask the history of the prior breedings. Были ли у него предыдущие вязки? Types of previous breedings, was he mated, was he collected and the bitch inseminated? Каким образом вязался кобель? Были ли это натуральные вязки или же была собрана сперма и сук искусственно оплодотворяли? And the information on previous bitches, such as the age, the operating timings of this bitch, the previous matings of this bitch, we ask all this information. То есть также запрашивается вся информация на сук, с которыми производились связки, то есть их возраст, в какие дни производились связки, делались ли анализы прогестерона и так далее. If there are any history of the semen evaluations and semen cultures, we would like to know this as well. И если кобелю уже делались спермограммы или же делались посевы, бактериологический анализ спермы, то тоже доктор это запрашивает. Prior prostate exams, urinary tract signs, other signs such as lameness problems, back pain or injury, we all want to know everything about this male dog. То есть также очень важно это установить, были ли у кобеля какие-то раньше проблемы с мочеполовой системой. Далее делались ли ему какая-то диагностика фертильности. And as well as if the dog has been tested for Brucella canis, we want to know the result. Также ветеринары запрашивают информацию, была ли у собаки хромота, боль в спине или травмы, и также запрашиваются, делались ли анализы на бруцеллез. So after we gather all this information, we try to figure out what the problem might be. И после того, как, собственно, вот эта предварительная информация собирается, далее коллегия врачей пытается установить, в какой сфере лежит проблема, связанная с бесплодием кобеля. So we try to place the problem into one of these categories, like lack of libido, the dog has abnormal semen quality, the dog has inability to perform mating, or there's a problem with the female, or disease of the genitals. Так, значит, тут вот, опять же, да, у нас 5 категорий. Это или же отсутствие полового поведения у кобеля, или же у него неспособность делать вязку, или же есть какие-то заболевания половых органов, неправильная, плохая спермограмма, или же сука не в состоянии забеременеть. So the basic andrological examination includes, as I've said, we always examine, inspect, and palpate the penis and the prepuce. То есть вот тут, да, производится исследование, пальпация пениса и препуция. As well as the scrotum, testicles, and the epididymis. Также как исследуется мошонка и семенники.
If possible, we always measure the width of the scrotum with a caliper to see the size of the testicles. То есть измеряется ширина, то есть определяется размер семенников. And then we always palpate through the rectum the prostate gland. Потом производится пальпация простаты через анальное отверстие. And then using ultrasound, we always check the scrotum, epididymis, and the prostate. Ну и потом производится уже ультразвуковое исследование семенников, мошонки и пениса. And after this, we collect the semen from the dog. После вот этого исследования производится забор спермы у кобеля. And it's generally we collect the semen from the male dog by manual stimulation of the penis. То есть сперма собирается путем мануальной стимуляции пениса кобеля. Some colleagues may prefer using an artificial vagina, as you can see in this picture, or a plastic cone. То есть кто-то может использовать другое снаряжение. Or funnels or glasses. Стаканчики, искусственные влагалища, пипетки и так далее. The most important thing is that, as I've said, the semen is not sterile. То есть очень важно помнить, что сперма не стерильна. But these accumulants should all be sterile. Но вот эти все инструменты для сбора спермы должны быть стерильными. The room for semen collection should be quiet and isolated from any disturbances. Помещение, где забирается сперма у кобеля, должно быть комфортным, и там никто не должен собаку беспокоить. The floor should be anti-slippery. Полы должны быть не скользкими. And some dogs are very much sensitive about white coat or stethoscope, and therefore we should remove all these if possible. Так, значит, многие кобели очень реагируют, например, на белые халаты или униформу ветеринара, то есть ветеринару перед забором спермы нужно эту спецодежду снять. And furthermore, if the dog requires any blood sampling or any other medical approach, these should be reserved, or these should be performed after the semen collection. И также очень важно помнить, что если, например, вы также планируете произвести биохимический анализ крови или же какие-то другие процедуры с собакой, вот эти процедуры должны производиться после забора спермы у кобеля. Because the dog's comfort and cooperation are necessary for a successful semen collection. Потому что кобель, когда у него забирается сперма, все-таки должен находиться не в стрессовом и в таком в нормальном кооперирующемся состоянии. Well, to be honest, there is no standard procedure. Some dogs like on the table to be collected, some dogs like on the floor, some dog likes in the clinic, some dogs outside the clinic. It is really, really difficult to figure out. Ну и на самом деле каждому кобелю подбирается индивидуальный подход, то есть кто-то не сопротивляется, если сперму у него забирают на столе, кому-то не нравится категорически в клинике, кто-то хочет на улицу, то есть тут нужно каждому кобелю подобрать свой подход. So before the semen collection, what we also do is we always read the chip number of the dog. Перед сбором спермы обязательно устанавливается, вернее, считывается микрочип на собаке. And we always check this chip number with any official document of the dog. И микрочип сверяется с официальными документами собаки. Before semen collection, the dog should not be mated for 5 days. Прежде чем, значит, до сбора спермы кобеля не стоит вязать в течение 5 дней. And as I've said, if possible, there should be a female in heat present during the semen collection. И желательно, чтобы во время сбора спермы при этой процедуре присутствовала течная сука. Because this will ease the procedure as well as it will improve the semen quality.
Потому что, во-первых, это ускорит процедуру и улучшит качество собираемого продукта. The bitch in heat does not have to belong to the same breed. Сука в течке на самом деле не должна быть той же самой породы. So if you have a Rhodesian Ridgeback dog, then you can have a Labrador bitch, or you can have a Golden Retriever bitch. The most important thing should be, if possible, the size should be similar. То есть самое важное на самом деле тут это то, чтобы размеры собак примерно совпадали. And if we don't have any bitch in heat, then we can always use frozen thawed swabs that have been collected from previously collected from bitches in heat. Или же, если суки в течке найти не удалось, тогда можно использовать замороженные и размороженные мазки секрета жидкости, которая выделялась у течной суки. So after we collect the semen can be either examined manually. Значит, после сбора спермы можно ее или посмотреть вручную, or it can be examined by using an automated system, which is called computer-assisted sperm analysis system, or called CASA system. Или же для исследования качества спермы используется компьютерная система, специально разработанная для проведения исследований качества спермы. In general, if we determine any abnormality in the semen, it is not possible to decide whether the dog is fertile or not fertile after only first collection. И, например, значит так, если мы установили, что проблема заключается в качестве спермы кобеля, то поставить диагноз о том, что собака стерильна, после первого исследования нельзя. So the dog should be collected at least 2 months later again, and maybe once again more, so at least 3 times the dog should be collected with 2 months interval. И поэтому рекомендуется производить как минимум еще дополнительное исследование и еще дополнительную спермограмму делать через 2 месяца после первого исследования. И во многих случаях спермограмму приходится повторять 3-й раз. If there's any concern about the bacterial contamination, a sample should be sent for bacterial examination. Если же возникают у врачей какие-то подозрения, что есть возможность бактериологического какого-то заражения спермы, то тогда проводятся, конечно же, и микробиологические исследования. So we also collect blood sample for complete blood count, serum biochemistry, brucella testing, certain hormones, and for gene screening. Также у кобеля берется кровь для исследования обычного панели крови, потом исследование биохимическое серума, потом делается анализ на бруцеллез, изучается, что там происходит с гормонами, и также можно произвести генетическое тестирование. Okay, and the last diagnostic approach that we have is the testicular biopsy. И следующая диагностическая методика, которую использует наш доктор, это биопсия семенника. This is the most invasive diagnostic method. То есть это, конечно, очень такой грубый диагностический метод. This is generally reserved until the last resource. То есть тут уже это становится, да, последней надеждой. To see whether the dog is, if the dog or the testicles of the dog can produce sperm cells or not. То есть вот эта вот биопсия, она должна ее, то есть задачей является показать, производят ли семенники кобеля достаточное количество спермы и производят ли они ее вообще.
As like in the female dog, unfortunately, there's no single treatment protocol that fits to all infertility, the reasons of the infertility problems. И, конечно же, так же, как в случае с бесплодием у сук, бесплодие кобелей не лечится каким-то одним определенным способом. And each case is unique and should be evaluated individually. И каждый случай индивидуален, и нужно к его оценке нужно подходить также индивидуально. The primary thing is we always have to check the female infertility, the possibility of the female infertility as well. То есть нужно, конечно же, также произвести исследование суки, то есть нет ли у суки проблем с фертильностью. So therefore, any male dog that has been claimed to be infertile should be mated with a bitch that is in the receptive period and at the perfect time for mating. То есть вот кобель, если у его владельца возникают какие-то подозрения в его стерильности, его нужно вязать обязательно с сукой, у которой в этот момент происходит овуляция и которая уже готова к вязке. Especially if you have an old male dog. Особенно если ваш кобель уже старый. Then or any dog with low number of sperm cells or low poor motility. Или же у кобеля недостаточно высокая доля хороших сперматозоидов. Then you should always have accurate ovulation timing of the female dog as well as transcervical insemination of the female. Так что очень важно, конечно, установить правильно овуляцию у суки и произвести ей правильный метод, вернее, сделать ей оплодотворение правильным методом. One other thing that I will say now is that if you have a male dog that is really valuable for breeding, then I would always recommend considering the male dog collected at an early age. Очень важно также помнить, что если у вас ценный для производства кобель, ценный для разведения кобель, то сперму от него нужно собирать как можно в более молодом возрасте. The reason is, for example, this is an example that this is a case that I would like to share with you. То есть вот это вот, собственно, история, которую хотела бы доктор с вами поделиться. This one was an 11-year-old male dog. То есть это кобель 11-летний. Has been to our clinic for semen collection and insemination of a bitch. Которого привели в клинику для сбора спермы и искусственного оплодотворения суки. After the semen collection, it was obvious that the dog had poor semen quality because it had pus inside the ejaculate. Ну и, конечно, после сбора спермы стало понятно, что качество спермы очень низкое, потому что, да, мы видим яркое такое большое количество, присутствие большого количества гноя в эякуляте. And it was not possible to inseminate the bitch with the semen. И вот этой спермой было невозможно оплодотворять суку. So we had frozen semen from this dog. От этого кобеля в клинике хранилась замороженная сперма. So we removed the frozen semen immediately and inseminated the bitch. То есть что сделали? Разморозили сперму и оплодотворили суку. And then I think, as far as I remember, she delivered five or six puppies. Ну и у этой суки родилось 5 или 6 щенков. One easy and cheap treatment for fertility problems in the male dog is just time. То есть, конечно, да, что очень важно, это, вернее, в случае решения проблем фертильности кобелей, это время. For young dogs with fertility problems, but with no other problems, we can only give some time and try it again. То есть, если у нас молодой кобель, у которого проблема с фертильностью, то есть, что мы ему можем дать, это дать ему немножко времени. Or dogs that have not been used in breeding for the last 6 months. Или же кобели, которых не использовали в разведении в течение последних 6 месяцев.
As I've said, the first ejaculate will not be very good. То есть первый эякулят не будет высокого качества. If we collect these male dogs 1 or 2 weeks later, the ejaculate might get better. То есть если, скажем, вот у такого кобеля берется сперма повторно 2 или 3 недели спустя, то качество спермы, конечно же, возрастает. And in other causes, it might only need the trimming of the long or matted hair to prevent the injury of the penis and the vulva. Еще одно очень простое, способ решения проблемы фертильности – это подстричь шерсть вокруг половых органов кобеля и суки. Just pay attention not to cut the prepucium or the penis. Только не порежьте препуции или половые губы суки, вульву суки. Treatment with various hormones and medications can be attempted. Да, конечно, можно еще попробовать гормональную терапию. But success rate of these type of treatments depends on the condition and the time of the condition. Но Duration, I mean. Успешность применения вот этих способов, конечно, очень зависит от, собственно, того, насколько долго болеет собака и что с ней вообще происходит. And if we start such a treatment, we have to evaluate the dog 2 months later. То есть, если какое-то, вы начали гормональное или же медикаментозное лечение собаки, нужно эту собаку, вернее, этого кобеля исследовать, сделать ему спермограмму 2 месяца спустя начала лечения. And some other causes might need surgical treatment. В некоторых случаях все-таки придется даже иногда сделать операцию. So, this was the treatment. This was my presentation today. I think it took about 2 hours. I talked pretty a lot. Ну, к сожалению, значит, наша встреча сегодня подходит уже к концу, презентация заканчивается. Заняла она чуть больше времени, чем мы планировали. К сожалению, я должна принести извинения. Я говорила слишком медленно, но я боялась обговорить и что-нибудь не то сказать. But the reason why it took so long is because of the fact that the fertility problems has a lot of causes that has to be reconsidered. Ну и на самом деле еще, конечно, почему такая большая презентация, это то, что причины бесплодия, они очень могут быть разнообразны, и нужно очень четко понимать, с чем мы работаем. So, I'm sorry. Окей. Светлана, вы можете попросить доктора, чтобы он сделал меня заново руководителем всего процесса и закрыл у нас презентацию? Сейчас, она еще не закончилась, я так поняла. Вот под конец у него там фраза еще, а потом я скажу, хорошо? Все, уже убрали. Can you make Zarina a host again and shut down the presentation so Sure. Put us back everybody on screen. So I will stop sharing, right? Yes, you stop sharing. Okay. You shared too much today. Yo, I'm sorry. That's fine. I was extremely professional in my terminology. I mean, you were excellent. I think that was really, really excellent. I mean, Jesus, I had no idea that I can speak about sex this boringly. Sorry. Светлана, и еще раз попросите его сделать меня администратором, потому что презентацию у нас доктор закончил, но... Okay, and can you make Zarina a host of this meeting? I don't know. Can I? Yes. Yeah. Because she transferred host responsibilities to you. Really? And how do I do this? I have no idea. How do I do it? Где это меняется, Зарин? Это у нас рядом с именем доктора, где у нас идет камера, микрофон, где у нас участники прописаны. Там можно выбрать действие, выключить звук, остановить видео и заодно сделать организатором другого человека. Он делает это для меня. On the comments screen, there should be a menu. I think I did. Yeah, thank you. Yes, you did. Okay. Everybody's learning. Закончив нашу презентацию, я хотела бы еще раз поблагодарить нашего доктора. Огромное спасибо, много информации, которую нужно теперь осмыслить, обдумать и вообще понять, что к чему в этой жизни. Yes, so thank you very much for this brilliant presentation. We have to digest it now because there was tons of information, which is sometimes doesn't even, of course it doesn't come into our heads. Oh, it's going to take some time to just absorb it. Так что время понадобится для того, чтобы все переварить, но я думаю, что не такое мы переваривали.
Это да, это да. Прощаемся с доктором, не отнимаем больше у него времени. Все, еще раз ему огромное спасибо. So thank you very much. We're not going to take more of your time. Apparently, we have no stupid questions tonight. No, it's absolutely fine. But if there are any questions, just anyone can post it on my Facebook or anywhere, then I'll just reply it as soon as possible. No worries. Excellent. Thank you very much. Если у кого-нибудь возникнут вопросы по презентации, пожалуйста, вы можете написать доктору, вы можете написать ему на Фейсбуке, он с радостью ответит на ваши вопросы. And thank you very much for the invitation again. And I personally would like to thank you for this huge work that you did, because I don't think it is very easy to simultaneously translate like such a thing. I really appreciate it. I really appreciate it, and I'm really amazing. Thank you. Amazing. I'm pleased with myself. Да, так что всем огромное спасибо. Вот, я вроде справилась, да, я невероятно скучно говорила про секс, вот, но я надеюсь, что терминология у нас все было понятно. Да, хорошо. Окей, thank you and bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Good night. Вы у меня только не отключайтесь. Да, я тут. Да, мне нужно будет, чтобы вы мне, значит, помогли немножечко еще с переводом. Я сейчас хочу сделать небольшой анонс у нас следующего прямого эфира, который состоится в следующую среду. Это у нас 30 сентября. По времени у нас прямой эфир состоится точно так же в 7 часов вечера. Сейчас, секунду, я так... Okay, so Zarina would like to make an announcement for the next live stream, which will take place next Wednesday, September the 30th, at exactly the same time, 7 o'clock of Moscow time. Значит, чему же будет посвящен этот прямой эфир? Гостем прямого эфира у нас будет Юнита Плунге, то есть это захватчик питомника Таура. Тема прямого эфира – натуральный уход за домашними животными, эфирные масла и ароматерапия. So next guest of the live stream will be Unita Plunge, who is the owner of Tauro Kennel, and she will be speaking about natural means of taking care of dogs and aromatherapy. Кратко, что у нас будет рассказываться на этом прямом эфире? Значит, Юнита поделится с нами своими знаниями и опытом, как с помощью эфирных масел и ароматерапии можно позаботиться о физическом и эмоциональном состоянии здоровья вашего питомца. Okay, Unita will share her experience about how using ether oils and aromatherapy you can take better care of your dog. И мы поговорим более подробно о том, как с помощью эфирных масел можно не только поддерживать отличный внешний вид вашего питомца, но и бороться с аллопецией, стимулировать рост волос, и поговорим об эфирных маслах, с помощью которых можно бороться с вирусами, а именно с такими вирусами, допустим, как питомниковый кашель. So she also will speak about not only how to maintain good quality with oils and aromatherapy, but also she will tell how to use those oils to prevent alopecia or maybe fight some of the viruses, including kennel cough. Вот, значит, еще раз. Следующая среда, 30 сентября, 19:00, приглашаю всех в группу The House of Tauro. Светлана, огромное спасибо. Сегодня нашим переводчиком была Светлана Калуева. Огромная работа, большая благодарность. Вот. Спасибо. So once again, next Wednesday, September the 30th, 7 p.m. Moscow time, we will have Unita Plunge as a next speaker of the House of Tauro. So thank you very much to everybody and good night. Всем ночи. До свидания. Да, пока-пока.